Когда мы разговариваем с людьми, которые многого достигли и реализовали себя творчески, профессионально, мы очень часто слышим от них: да, это 1% таланта, а 99% это трудолюбие. Мы думаем, как это он трудится? С утра до ночи он трудится. Не чтобы полежать, там, пойти отдохнуть, развлечься, он трудится и все. Вот мне, например, лень. И на самом деле лень очень многим талантливым людям не дает состояться и профессионально, и творчески. То есть не то чтобы лень она естественна для нашего вида, а неспособность к ее преодолению. Устойчивое поведение закладывается в детстве. Это один из важнейших факторов при выращивании ребенка. Ребенка очень легко вырастить как способность постоянная, активная способность к преодолению лени. У человека есть только два влечения. Влечение к жизни, то есть к изменениям, к вибрации, к движению. И влечение к статичному состоянию. То есть мартидо. Эти два влечения, либидо и мартидо, у каждого человека в разные периоды жизни находятся в разном противодействии, в разном напряжении между собой. Где вначале преобладает либидо, потом немножко мартидо, потом в какой-то период мартидо преобладает, и так уже до конца. Эти особенности делают то, что мы называем лень. Вот, например, когда ребенок родился, у него уже есть точка для мартидо. Но пока идет взрывная волна либидо, развития, он развивается интенсивно, за год, не успеваешь жениться, за 3 года, не можешь поверить, он уже бегает, он уже растет. Он ему 6 лет, он уже немножко степенным становится, он уже не как 3-летний бегает, вертится, крутится, он уже способен иногда ходить рядом с мамой. А в 7 лет он слетает по перилам в подъезде, вылетает во двор, хлопает дверью, кричит: «Васька, выходи!» И тут же мгновенно Васька на балконе и слетает также вниз. Побежали. Куда? Побежали, чтобы на месте не стоять. В 16 лет это уже не так. Это уже намного медленнее. Ну, пойдем, потанцуем, пойдем. В 20 лет надо договариваться заранее. Ну что, пойдем потанцуем? Да давай лучше дома останемся. А в 27 и так далее, и так далее. Обратите внимание, то есть мартидо, стремление к статичному состоянию, оно увеличивается. И пропорционально начинает все больше и больше занимать место в нашей жизни, чем стремление к жизни. По большому счету, лень на усилия физические, или еще страшнее умственная лень, ленность ума, они производные мартидо, к статичному состоянию. Ленность ума часто становится тем самым непреодолимым препятствием, когда человек не способен достигать желаемого. И испытывает от этого страдания, он получает особенность сохранения себя и других в виде апатии, унылости, безжизненности. Вначале ленность, потом недостижимое желание, потом апатия, потом унылость. Все сворачивает жизнь. Физическую лень можно отследить, а умственную? То, что человек не думает головой. Это не отслеживается. Сегодня это тоже как эпидемия. Советская школа, она умудрялась человека заставить думать. Она развивала его процесс мышления. Любого мальчика, даже будущего тракториста и столевара, пытались научить алгебре и физике, то есть заставить его напрячь свой мозг и решить эту задачу. То есть развивали его способность. Не для того, чтобы он был физиком или математиком, а чтобы развить его мозги, то есть способность мыслить, к мышлению. Как научиться сосредотачиваться ребенка с удовольствием, только с удовольствием. Как вовлечь.
Ребенка вовлекают и немножко принуждают. Какого ребенка, каким образом, как принуждают, как вовлекают. Это на тренинге. Мы не можем через себя отследить, что мы ленивы умом. Это крайне сложно. Например, зрительный интеллект, высший интеллект, абстрактный интеллект, это вообще сверхинтеллект. Видно по человеку, у него есть и то, и другое, а использует он в своей жизни самое примитивное мышление, наглядно действенное. Оно в зачаточном состоянии есть даже у обезьяны. То есть наглядно действенное. То есть обезьяна способна повторить некое действие полезное за другой обезьяной. Взять палку и дать по банану, например. Но это зачаток, это как точка опоры. Так то же самое есть у человека, но уже развивается. И это называется ранняя форма мышления, наглядно действенная. Оно необходимо. Без него невозможно жить в современном мире. Мы не можем все время сделать сознательный, осознанный выбор при полном сосредоточении ума. Потому что это крайне энергозатратно и тяжело. Поэтому мы считываем поведение у другого. Особенно, когда человек не связан с умственной работой. Ну, я имею в виду реально умственная работа, научная работа, например, или программирование для звуковиков. То есть реально та работа умом, которая заставляет человека быть крайне сосредоточенным на процессе мышления. Когда у него нет такой работы, он вообще полностью утрачивает. А работа хотя бы принуждает, а так он утрачивает. Ему кажется, что он умный, а не думает. И поэтому жизнь у него, согласно его мышлению, не очень. То есть я-то понимаю, мне хотелось бы больше, а мысли в голову, как свою жизнь сделать более наполненной, с достижимыми желаниями, не знает. Мысли в голову не лезут. То есть потенциал есть, такие мысли формы, они в голову не лезут. Ленность ума, как и ребенку это не дать. У нас, кстати, люди избавляются от ленности ума, от унылости, от апатии. Есть же целая категория людей, читайте в результатах, я не знаю, сколько там, сотни таких результатов. Когда люди пишут, сплю по 16 часов в сутки, просыпаться не хочу, просыпаюсь, уныло хожу, не знаю, что делать, не знаю, куда себя заткнуть. Унылые, апатичные, ленивые, безжизненные. Что ты хочешь? Не знаю. Вот это все. Таких людей много приходит. Читайте до и после. То есть достаточно 6 часов, 7 часов спать. Взлетают как с кровати, как с батута. Полны энергии. Почему у человека неэнергичного, вялого, безжизненного, откуда берется энергия? Хороший вопрос. Ответ только в системно-векторной психологии.